Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой нежный ажурный узор, который мне лично напоминает легкое дуновение ветра. Это идеальный баланс между простотой исполнения и визуальной легкостью. Вообще ажурная геометрия – это минимализм, который всегда смотрится очень свежо и современно. С таким узором можно связать как летний топ, например, такой, как вы сейчас видите на экране. Также будет смотреться красиво нежное платье, джемпер или же палантин. Узор выглядит очень интересно, как самостоятельный, если все изделие связано таким узором. Также будет красиво он выглядеть в виде каймы отделки по низу изделия, когда вторая часть раппорта просто переходит в лицевую гладь или же минималистичные дорожки. Неважно, это будут ажурные дорожки или же жгут 2 на 2, к примеру. Все это будет выглядеть очень интересно и уникально. Вот так выглядит сам узор при вязании снизу вверх. У него формируется такой волнообразный край с чуть заостренными краями. Если вы хотите выпрямить, рисунок легко выпрямляется с помощью манжета. С помощью ВТО полностью выровнять край не получится, просто немножечко его можно смягчить. Если же вы вяжете от горловины, узор будет выглядеть вот таким вот образом. И чтобы смягчить вот эти углы по верху изделия, достаточно будет провязать 4-6 рядов платочного узора. Вот так этот рисунок выглядит с изнаночной стороны. Для его исполнения лучше всего подходит гладкая и пушистая пряжа. В пушистой пряже можно сделать этот узор в рыхлом исполнении. Это будет также выглядеть красиво. В гладкой пряже лучше придерживаться средней плотности вязания. Для этого прислушаться к рекомендациям производителя по выбору спиц и учитывая, конечно же, вашу личную плотность вязания. Этот мой образец связан из демисезонной пряжи, где 80% хлопка и 20% кашемира. Здесь 200 метров в 100 граммах, и вязала я этот образец на спицах номер 4. Теперь давайте рассмотрим схему. Здесь используются самые простые приемы вязания, такие как убавление 3 петель вместе и накиды, плюс лицевые изнаночные петли. И раппорт данного узора составляет 14 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать 2 раппорта узора, вот эту его часть, чтобы вы увидели полностью его. Для этого я набрала 31 петлю, 28 это 2 раппорта узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Давайте начнем первый ряд. Кромочную я просто переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6. Накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Для выполнения этого убавления петли должны быть развернуты и вторая дужка смотреть на вас. И провязываются они все 3 петли одной лицевой вот таким вот образом. Дальше идет накид, 11 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И я повторяю накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Это убавление можно еще выполнять другим способом. Также петли открыты. Первые 2 петли я переношу на правую спицу, а третью петлю провязываю лицевой. Через нее я перебрасываю поочередно 2 непровязанные петли. Вот таким вот образом.
Все, убавление выполнено. Далее идет накид и 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными петлями. Накид также провязывается изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, все петли и накид в том числе вы провязываете лицевыми петлями. Думаю, здесь сложностей возникнуть никаких не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. Не довязывая одну петлю до накида, это для того, чтобы не считать петли. Далее идет накид, 1 лицевая петля, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 4 лицевые петли. И я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Седьмой ряд. Кромочную переснимаю, далее 3 лицевые петли, накид, 3 лицевые, 2, 3, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид и 2 лицевые. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. Девятый ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, 3, 4, накид, 3 лицевые петли, накид, 4 лицевые, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, накид и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой и петлей симметрии. 11 ряд. Кромочная. Далее идет 1 лицевая петля, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая петля, накид, 5 лицевых,
3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и накид. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 13 ряд кромочная, 1 лицевая петля, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 3, 4, 5. Накид, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 3, 4, 5 и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Лицевой петлей симметрии и кромочной я заканчиваю вязание ряда. 15 ряд кромочная, 1 лицевая петля, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. Накид, 1 лицевая петля, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 3, 4, 5 и накид. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Лицевой петлей симметрии и кромочной я заканчиваю вязание ряда. 17 ряд кромочная, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 4, 5 и накид. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 19 последний лицевой ряд этого узора. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт самого узора. 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и накид. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И вот так выглядит этот образец в хлопковой пряже. Полностью вы вот этот элемент не видите, потому что нужно для этого провязать еще как минимум пол раппорта узора. Но, тем не менее, представление, я думаю, вы имеете. Также по ходу видео, думаю, вы убедились, насколько легкий в исполнении данный узор. И даже если вы начинающий мастер, вы обязательно с ним справитесь. Всем хорошего дня и до встречи на канале!